На окраине старого городка, где между серыми домами тянулись узкие улочки, а по вечерам ветер шуршал в сухих листьях, жила кошка по имени Луна. Когда-то она была домашней, мягкой, пушистой и любимой. Ее хозяйка, пожилая женщина, всегда называла ее ласково «моя девочка» и ставила на окно миску с теплым молоком. Луна привыкла к запаху свежеиспеченного хлеба и звукам старого радиоприемника. Но жизнь переменилась, когда хозяйка тяжело заболела и вскоре ушла. Дом опустел, а родственники, приехавшие на похороны, выгнали кошку во двор, говоря, что им не до животных. Так Луна впервые осталась одна, среди холода и непонимания. Она долго сидела у ворот, не двигаясь, словно надеясь, что дверь снова откроется. Но никто больше не позвал ее по имени. С того дня она стала бродяжкой. Зимой пряталась под машинами, летом искала тень под кустами. Люди проходили мимо, кто-то подкидывал крошки, кто-то прогонял. Луна научилась осторожности и тишине, а она больше не верила людям. Но жизнь продолжалась, и однажды весной она почувствовала шевеление под сердцем. Кошка ждала потомства. Страх смешался с радостью, ведь теперь она снова будет не одна. Она нашла укрытие под старыми досками возле гаражей, выстелила сухими листьями и родила одного единственного котенка. Он был слабенький, но живой. Маленький комочек с белым пятнышком на лбу, словно отпечаток звезды. Луна вылизывала его шерстку, мурлыкала тихо-тихо, согревая своим телом. Котенок получил имя Марсик не по человеческому слову, а по сердечному зову, который мать посылает своему ребенку. Каждый день Луна искала еду, забегала к мусорным бакам, ловила насекомых, даже рисковала заходить во двор к людям, где оставались крошки от завтраков. Все ради него. Она приносила еду, делилась последним, иногда голодала по 2 суток, лишь бы накормить малыша. Но вскоре жизнь нанесла новый удар. Когда она пыталась достать кусочек рыбы из разбитой банки, острый край стекла рассек ей лапу. Сначала боль была терпимой, но рана воспалялась, загноилась, и каждый шаг давался с трудом. Она прихрамывала, тяжело дышала, но продолжала ползти вперед к своему укрытию, где ждал Марсик. Через несколько дней боль стала почти невыносимой. К тому же Луна начала кашлять, в груди свистело, дыхание стало прерывистым. Она понимала, что слабеет. Ночами, когда котенок спал, она тихо смотрела на него и думала, главное, чтобы он выжил. Ее взгляд был полон нежности и отчаяния. Она знала, что ее дни сочтены, наступило жаркое лето. Солнце палило немилосердно, вода в лужах высыхала, а Луна почти не могла ходить. В такие дни она прятала котенка в тени и шла искать хоть каплю воды. Иногда ей помогали прохожие, бросали кусочек колбасы или хлеба, но большинство просто не замечали ее. А Марсик рос, становился любопытным, смелым. Он впервые выбежал на улицу, увидел голубей и засмеялся по-кошачьи тонким, звонким мяуканьем. Луна не могла не улыбнуться глазами. Он был таким живым, таким светлым, что внутри нее вспыхивала последняя искра надежды. Но однажды, возвращаясь в укрытие, она поняла, больше не сможет жить долго. Лапа распухла, тело дрожало от слабости. Тогда в ее голове родился единственный, страшный, но правильный план — найти для Марсика человека, который сможет его спасти. Она стала подносить котенка все ближе к домам, где жили люди. Сначала к лавочке, потом к детской площадке. Каждый день она наблюдала из-за кустов, как дети играют, как взрослые смеются, и искала среди них того, кто откликнется. Несколько раз люди замечали котенка, подходили, но, увидев больную кошку рядом, отступали. Кто-то говорил «не трогай, заразная», кто-то просто отворачивался. А она сидела и ждала, не двигаясь, лишь глаза ее светились, не злостью, не страхом, а мольбой. И вот однажды утром появился шанс.
Во двор пришла девочка лет 8 в ярком платье и с коробкой в руках. Она часто приносила на площадку корм для птиц. Луна уже видела ее раньше. Девочка была добрая, улыбалась животным, не гоняла бездомных. Кошка выждала момент и осторожно подтолкнула котенка к ней. Марсик сначала не понял, потом зашелся в любопытном мяуканье и побежал. Девочка, увидев его, ахнула от восторга. «Ой, какой малыш!» — сказала она, присев на колени. Луна вышла из-за кустов, хромая, остановилась в 2 шагах. Девочка подняла глаза, их взгляды встретились. На мгновение все вокруг затихло. Ветер стих, солнце спряталось за облако. Между ними будто возникла невидимая нить. Кошка подошла ближе, опустила голову, словно кланяясь. Девочка протянула руку, но Луна не дала себя погладить, лишь толкнула котенка мордой вперед, подталкивая к ней. Девочка взяла Марсика на руки. «Он твой?» — спросила она. Луна тихо мяукнула. Это был ее ответ, ее просьба, ее прощание. Через несколько минут мама девочки вышла во двор, и та, сияя от радости, показала ей котенка. Женщина посмотрела на кошку, вздохнула и сказала: «Наверное, бездомные. Возьми его домой, напоим, накормим». Луна наблюдала, как они уходят. Ее сердце сжималось, но в глубине души жила тихая радость. Ее малыш был спасен. Она шла за ними до самого крыльца, но когда дверь закрылась, остановилась. Несколько часов она сидела под кустом, не отводя взгляда от окна, за которым теперь жила ее часть. Потом легла на землю и замерла. Боль притупилась, дыхание стало легким, словно она наконец получила разрешение уйти. На следующее утро девочка выбежала во двор, держа котенка на руках. Она звала, искала глазами кошку, но ее нигде не было. Лишь легкий ветер колыхал сухую траву. Девочка долго стояла, потом поставила миску с молоком у дерева. «Спасибо, мама-кошка», — тихо сказала она. С того дня Марсик жил в любви и заботе. Он рос быстрым, ласковым и удивительно умным. Иногда по вечерам он садился у окна, глядя на луну. Девочка замечала это и чувствовала, будто он слушает кого-то невидимого. Прошли годы. Девочка подросла, пошла в школу, а Марсик стал крупным, красивым котом с густой шерстью и спокойным взглядом. Он часто спал у ног своей хозяйки, мурлыкал, когда она болела, и всегда первым прибегал к двери, когда она возвращалась домой. Но иногда, особенно в дождливые вечера, он подходил к окну, смотрел на двор, и в его глазах отражалась грусть. Может быть, он помнил ту ночь, когда его мать оставила его ради спасения. Может быть, чувствовал ее присутствие где-то рядом. Однажды, спустя много лет, девочка, теперь уже взрослая девушка, писала сочинение для школы на тему «Герой в моей жизни». Она написала не про человека, а про кошку. Она описала, как бездомная больная Луна спасла своего котенка, доверив его людям, и как этот кот стал частью ее семьи. Когда учитель прочитал это, в классе стояла тишина. Даже самые шумные ученики слушали, не перебивая. В тот день все поняли, что герои бывают не только в книгах. История девочки и ее кота попала в газету, потом в интернет. Люди писали комментарии, делились фотографиями, рассказывали свои истории. Кто-то написал: «Я сегодня накормил бездомную кошку у подъезда, вдруг она тоже мама». Кто-то писал: «Эта история изменила мое отношение к животным». Так память о Луне жила дальше, в поступках, в словах, в доброте. А сам Марсик дожил до глубокой старости. Когда ему было уже 12 лет, он по-прежнему сидел на подоконнике и смотрел на небо. Его хозяйка говорила: «Наверное, он видит свою маму». И, может быть, действительно видел,
ведь в каждом луче света, в каждом вечернем ветре, в каждом теплом прикосновении есть частичка тех, кто любил нас больше жизни. Луна не ушла насовсем. Она просто стала частью этого мира, тихой, невидимой защитницей, хранительницей своего сына и напоминанием людям, что даже в самых уставших сердцах живет сила, способная творить чудеса. И если вы когда-нибудь встретите больную кошку, которая заботится о своем котенке, вспомните Луну. Возможно, именно в ней живет история этой любви. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!